This is the third in the study of Acts and the letters. Здравствуйте. Мы начинаем наше третье занятие, посвященным книге Деяний апостолов и посланиям апостолов. And we're going to talk about Paul in captivity and what happened to him after that. И мы поговорим про апостола Павла, как он провел время в заточении и что произошло с ним после этого заточения. So in the previous study, we saw how Paul spread the gospel throughout Cyprus and Turkey and Greece. На предыдущем занятии мы посмотрели, как Павел распространял Слово Божье на Кипре, на территории Турции и в Греции. So on that map, the churches which were founded by Paul are there in red and yellow. Вот на карте мы видим точки, они обозначают церкви, и те, которые красно-желтым цветом, это церкви, основанные Павлом. And there are a few other ones as well, which are here, Thyatira and Colossae, which were probably founded by people who had been talking to Paul. И вот еще две точки красно-серые, это тоже церкви, основанные, по-видимому, людьми, которые общались непосредственно с Павлом. But Paul then returns to Jerusalem and he's about to be arrested. После всего этого Павел, как мы помним, возвращается в Иерусалим, и вскоре придет время, когда он попадет в заточение, когда его арестуют. And this study is about what happens after that. И, собственно, сегодня наш урок будет посвящен тому, что происходит с Павлом после этого. So Paul has returned to Jerusalem. Итак, Павел возвращается в Иерусалим. And if we can read Acts chapter 21, verses 17 and 18. И давайте зачитаем книгу Деяний, 21 глава, стихи 17-18. «По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли и все пресвитеры». So when Paul arrives in Jerusalem, he goes to meet James, the brother of Jesus, and other important Christians. Получается, по своем возвращении в Иерусалим Павел встречается с Иаковом, братом Иисуса Христа, и другими важными христианами. Now, notice that Luke is with Paul. It says, we went in to James. И обратите внимание, Павел в данном случае путешествует с Лукой, потому что слова написаны от множественного числа, да? Мы, нам, наше прибытие. So we have a record by someone who was actually with Paul at the time. Получается, слова, которые мы читаем, они записаны человеком, который непосредственно в это время находился рядом с Павлом. But then things start to go wrong for Paul. Однако вскоре для Павла дела пойдут крайне неблагожелательно. Paul goes into the temple and he's seen there and there's a riot. Павел идет в храм, его там замечают, и начинается некоторое волнение. So they presume that Paul has brought a Gentile into the temple. Предполагается, что Павел привел язычника, позволил ему войти в храм. And that was something that no one would dream of doing. И об этом невозможно было даже помыслить в то время. Paul, in fact, hadn't done it, but it starts a riot and Paul is arrested. На самом деле Павел этого не делал, не приводил язычника, но в любом случае народ подумал, что это так, и начались вот эти волнения. And if we go to verse 35, you can see that the arrest takes place under conditions of extreme violence.
И в 35 стихе мы можем прочитать, что а, арест Павла происходит с некоторой жестокостью. So you would have thought Paul would have been shaken, wouldn't have been able to think of anything to do. Можно подумать, что Павел, находясь в такой ситуации, возможно, просто бы забоялся и потерял возможность делать хоть что-то. What he actually tries to do is to proclaim the gospel to the crowd who've been writing about him. Но Павел использует то, что с ним происходит, и старается как-то еще распространить Божье Слово, проповедовать тем людям, которые, собственно, пришли в это негодование, которые начали все эти волнения. It doesn't help him very much. The riot carries on, and Paul is taken into the fortress for the Romans. Не очень это помогает Павлу, толпа все равно продолжает быть взвинченной, взволнованной, и в итоге Павла отводят в тюрьму, садят его в римскую темницу. And this is where the fact that Paul is a Roman citizen is of use. He's going to get flogged, and he says, "I'm a citizen, don't do it," and they don't. И здесь очень повезло Павлу, что он является гражданином Римской империи. What does it mean to be flogged? To be whipped with a big horrible whip. По сути дела, как это ему помогает? Его должны были побить хлыстом, но поскольку он был римлянин, это не стали делать. And it was perfectly okay to whip, to flog someone who wasn't a Roman citizen, but he had to have convicted someone if they were a Roman citizen, and he's not been convicted. Ну и плюс, на самом деле, это был достаточно распространенный способ наказания в то время, и в основном он использовался против тех, кто не являлся гражданином Рима. Anyway, the officer in command of the Roman soldiers in Jerusalem sends Paul down to Caesarea. В итоге воин, который стоял во главе войска, отвечающего за вот ту территорию, отправляет Павла в Кесарию. And wrong way. There we go. So Paul is sent as a prisoner to the Roman headquarters, which is in Caesarea. В Кесарии в то время находился как бы головной штаб Рима, ну вот для этой территории, и Павел, как заключенный, собственно, был отправлен именно в этот город. And there he stays in prison for 2 years. Там Павел проводит в заключении целых 2 года. The Jewish authorities want him to go back to Jerusalem, where they can convict him and kill him. Власти хотят вернуть его обратно в Иерусалим, иудейские власти, чтобы обвинить его и приговорить к смерти. But Paul refuses to go there. Но Павел отказывается идти обратно в Иерусалим. And in the end, Paul launches an appeal against his imprisonment to Caesar in Rome. И в итоге Павел пишет прошение Кесарю в Рим, чтобы дальнейшее, чтобы тот повлиял на его судьбу. So there we've got Paul appealing to Caesar. If you'd like to read that for us. И вот что Павел пишет в Рим императору. Павел сказал: «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева,
Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: «Ты потребовал суда Кесарева, и Кесарю, и к нему же и отправишься». So Paul is put onto a ship and he's going to sail to Rome. И Павла садят на корабль, и он должен отправиться по морю в Рим. And Luke is on the ship with him. So we've got a very detailed account of what happened. И у нас есть очень детальное описание того, что происходит по дороге, потому что вместе с Павлом на корабле оказывается Лука. And the problem is that there is a strong wind blowing from the northwest. Проблема возникает в том, что с северо-запада дует очень сильный ветер. So the ship can't sail directly towards Rome. Получается, что корабль не может плыть напрямую в Рим. So what happens is it travels northwards. Поэтому корабль вынужден плыть через север. And then when it gets to the coast of Turkey, it can sail along underneath the lee of Turkey where the wind isn't blowing as strongly to the south of Turkey. И доплыв до южного побережья Турции, корабль дальше уже может продолжить движение вдоль этого берега, вдоль островов, поскольку ветер там не такой сильный. They then find a bigger ship, which is sailing to Rome with a cargo of grain. Затем также упоминается некий больший по размерам корабль, который плывет в Рим и везет туда зерно. That's there because it had come from Alexandria, which is down here. А корабль этот плывет из Александрии на юге. But because of the wind, it couldn't get in the direction of Rome. Тоже получается, что из-за сильного ветра этот корабль грузовой не может плыть напрямую в Рим. And instead, it's gone north and ended up in Turkey as well. Тоже приходится этому кораблю плыть на север в сторону Турции. So Paul gets into this new ship and they sail off, and as before, they can't go directly. И Павел пересаживается на этот корабль и отправляется уже на нем. Но по причине все того же ветра они не могут плыть напрямую в Рим. And they end up on the south coast of Crete. Поэтому корабль дальше попадает на южное побережье острова Крит. Now, the harbour they're in isn't a very secure one. Однако побережье там не очень безопасно для кораблей, гавань не очень безопасна. And so they decide to move to another harbour, also in Crete, where they're able to spend the winter. Поэтому корабль принимает решение плыть немножко севернее, в другую гавань, также на острове Крит. Там планируется, что корабль останется, и они проведут зиму. But when they leave the harbour they're in, suddenly there's a storm and they are blown right across the Mediterranean. Но как только они отплывают из первой гавани, начинается очень сильный шторм, и этот корабль относит далеко в Средиземное море. And the ship is wrecked on the island of Malta. Корабль терпит крушение в районе острова Мальты. Paul spends the winter there in Malta with the other people from the ship. И Павел проводит всю зиму на острове Мальта вместе с другими людьми с этого корабля. And then very early the next year, as soon as ships can sail, they get on another ship and start to sail to Rome. И в самом начале следующего года, как только открывается снова начинается, точнее, судоходный период, Павел с его сопровождающими пересаживаются на новый корабль и плывут уже в Рим. And they land
in Italy and then walk the last bit. Они доплывают до Италии и проходят пешком уже оставшуюся часть пути. And Paul spends 2 years in Rome and he's in prison there. И Павел проводит следующие 2 года в Риме, опять-таки находясь в заключении. So he has a house, У Павла есть дом, which he has to pay for himself, за который он вынужден платить сам, but at least he isn't in a prison. но зато он как бы арестованный, да, но находится не в тюрьме. But there would be a Roman soldier from the Praetorian Guard in there with him all the time, and he has no freedom. Но Павел все равно стеснен в своей свободе, он постоянно находится под присмотром римского воина. But he's allowed to receive visitors. Однако ему разрешают встречать гостей, да, чтобы его кто-то навещал. And so he spends the time proclaiming the gospel. Поэтому Павел проводит время, продолжая благовествовать. And the last 2 verses of Acts are there. И вот на экране 2 последних стиха из книги Деяний. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении, и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». So Paul is 2 years in prison when that verse is written. Получается, когда эти стихи написаны, Павел отбывает вот свое время 2 года в заточении, скажем так. And it's interesting that when Acts ends, nothing particular happens to Paul. Интересно, что когда книга Деяний заканчивается, в этот момент, да, кажется, ничего особого с Павлом не происходит. We wouldn't know from Acts whether Paul was released or whether he was convicted or what happened to him. Мы понятия не имеем из книги Деяний, освободили Павла или осудили, и вообще, что с ним произошло. And the reason for that is probably that is when Acts was written and it was sent off to Theophilus, the person to whom it's addressed. Причина, скорее всего, заключается в том, что как раз в этот период времени и писалась книга Деяний, она была закончена и отправлена Феофилу, тому самому человеку, которому она была адресована. Now, let's look at the time scale. А теперь давайте посмотрим на временную шкалу. The journeys of Paul happen over a 10-year period, which is, there we go. It's a 10-year period. This is the journeys of Paul, and at the end of those, he's in prison in Caesarea. Итак, получается, что Павел в течение 10 лет путешествует, синим цветом на экране показано, и в самом конце этого периода его арестовывают, и он попадает в Кесарию. So in 60 AD, very early in the spring, he arrives in Rome, and he's 2 years in prison there. В начале 60-го года, точнее весной 60-го года, Павел попадает в Рим, и где он проводит следующие свои 2 года. And that is when Acts is written. Получается, по окончании этого периода написана книга Деяний. So that year 60, that's 61, and very early in 62, Acts is written. Получается, это вот 61 год, окончание его, и в самом начале 62 года написана книга Деяний. But Acts refers to an earlier book. If we go to the Acts of the Apostles, chapter 1 and verse 1. Однако книга Деяний, если мы посмотрим самое ее начало, она связана с другой, предыдущей книгой.
This says, in the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach. Самый первый стих мы читаем. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от самого начала». And he's referring there to the Gospel of Luke. И здесь автор книги «Деяний» имеет в виду Евангелие от Луки. So the Gospel of Luke must have been written earlier than that. Получается, что Евангелие от Луки было написано, чуть-чуть пораньше Деяний. But it's written to Theophilus, so that's also written sometime during Paul's captivity in Rome. Но поскольку книга была тоже, Евангелие было адресовано Феофилу, написано, по-видимому, было как раз вот в период заточения Павла в Риме. So Acts is written very early in 62 AD, so probably Luke is finished by the end of 61 AD. Можно прикинуть, что поскольку книга «Деяний» была закончена в начале 62 года, книгу, собственно, Евангелие от Луки, видимо, Лука заканчивает к концу 61-го примерно. Now we have some more work that's written by Paul while he's in Rome. И пока Павел находится в Риме, мы знаем, что он пишет тоже ряд посланий оттуда. Now, the interesting thing here is that if you read the end of Ephesians, Colossians, and Philemon, it tells you who carried the letters to their destinations. Интересно, что если прочитать послания Ефесянам, Колоссянам и Филимону, вы узнаете по окончании, кто эти письма носил. And those three are all carried by the same people. Все они одним и тем же человеком были перенесены. So they're probably written together and sent together to the Eastern Mediterranean. По-видимому, это указывает на то, что эти три письма были написаны одновременно, поэтому они вот одним человеком и были распространены. And in Philemon, Paul writes, "Get ready a room for me to stay, because I'm coming to visit you." В послании Филимону Павел пишет: «Подготовьте мне комнату, поскольку я собираюсь приехать к вам навестить вас». So Paul is expecting to be released at any moment, and he's then going to go and visit Colossae and talk to Philemon. И Павел, по-видимому, ожидает, что его вот-вот освободят, и он как раз отправится в Колоссы и там встретится с Филимоном. That gives us some kind of idea what happens to Paul after the end of the book of Acts. По сути дела, это немного говорит нам о том, что же происходит с апостолом Павлом по окончании книги «Деяний». It looks like he's going to be released. По-видимому, его должны вскоре освободить. While he was in Rome, he also wrote Philippians, letter to Philippi. Также, находясь в Риме, Павел пишет свое послание филиппийцам. And that seems to have been written a little bit earlier than Ephesians and Colossians, so I put it in the middle of his stay. Но оно было написано, скорее всего, раньше, чем послание Ефесянам и Колоссянам, поэтому мы его на нашей диаграмме разместили чуть пораньше. For completeness, we ought to look at the date of some of his other letters. Ну и чтобы завершить полную картину про Павла, давайте посмотрим, когда он писал остальные свои послания. So we have the two letters to Corinth and the letter to Rome, all written on Paul's third missionary journey. Получается, что письма в Коринф, первое и второе, Павел написал во время своего третьего миссионерского путешествия. I talked about that in the study before this one. Мы об этом говорили на прошлом занятии.
but that puts them in the year 55 and maybe early 56 AD. Получается, что эти три послания, в том числе послание римлянам, по времени можно отнести где-то к 55-му, началу 56-го года. The even earlier letters of Paul are to the Thessalonians, and the earliest one is to Galatians. И также Павел написал еще известные нам три послания, которые раньше были написаны. Это послание фессалоникийцам и галатам. So you can see how close Galatians is written to the resurrection of Jesus. Мы видим, сколько мало времени прошло со времени воскрешения Христа, когда Павел писал свое послание галатам. So Jesus was raised from the dead in the spring of 30 AD. Получается, что Иисус воскрешается из мертвых где-то весной 30-го года. And Galatians is written just after the start of the year in 48 AD. А послание к Галатам пишется где-то в начале 48-го года. So it's 18 years after the resurrection. Получается, проходит всего 18 лет с момента воскрешения Иисуса Христа. So Galatians is the first book of the New Testament to be written. Вообще, это самая первая книга всего Нового Завета, которая была написана по времени. And if we can just read the first verse of Galatians chapter 1 and verse 1. И давайте посмотрим, как же начинается эта книга. Откроем самое начало. 1 глава, 1 стих. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. So that's the first verse of the New Testament to actually be written. Получается, эти слова — это первое, что было написано в книге Нового Завета. And it talks about the resurrection of Jesus from the dead. И здесь сразу же говорится о воскрешении Иисуса Христа из мертвых. Right, let's move on. In 64 AD, in July, there was a fire in Rome. Двигаемся дальше. В 64 году в Риме случается пожар в июле 64 года. And it burned down nearly half of the buildings in the city. И в результате пожара уничтожается практически половина зданий города. And initially, a lot of people blamed the Emperor Nero for having started the fire. Изначально многие обвиняли императора Нерона в том, что он поджег Рим. Nero, though, decided to deflect the blame onto the Christians. Однако Нерон решил это обвинение перевести на христиан. And he began a persecution of Christians. И таким образом он начал гонение на христиан. And that persecution carried on for several centuries. И эти гонения, они продолжались в течение нескольких веков. That's the verse where Paul says, I'm going to be released. Кстати, есть стих, в котором Павел говорит о том, что он, собственно, будет освобожден. So Paul is saying, I'm going to be released. I'm going to come and visit you. Павел говорит о том, что он будет освобожден и собирается приехать и навестить. So before the persecution started, Paul is out of prison in Rome, and he's going to visit his contacts, his friends in the Eastern Mediterranean.
Получается, что еще до начала гонений на христиан Павел все-таки обретает свою свободу и проводит время, посещая своих друзей и своих людей одной веры. And we have 3 letters from that period. И в этот период Павел пишет 3 послания. So we have the 2 letters to Timothy and the letter to Titus. Это 2 письма Тимофею и 1 письмо Титу. And there are all sorts of references to places in those letters. И очень много есть упоминаний различных мест Павлом в этих его посланиях. And when you look at those references to places, all of them are around the Aegean Sea. И если их расположить на карте, эти точки, то мы видим, что все они находятся вокруг Эгейского моря. Now, you can't quite work out an order for places that were visited by Paul. Невозможно, правда, определить, в каком порядке Павел эти места посетил. So we don't know where he went first, but we do know where he spent the winter. Мы не знаем, куда он отправился в начале, но нам точно известно, где он провел зиму. Because in the letter of Titus, he asks Titus to come and visit him at this place here, Neapolis. Потому что в своем послании Титу Павел пишет, приглашает его навестить в городе Неаполя. So it looks as though the next winter after he was released, Paul spent in Neapolis. И похоже, что вот следующую зиму как раз Павел проводит там, в этом городе. Город, кстати, называется Никополь. So I better apologize. That should be Nicopolis, not Neapolis. Да, Никополь. And he does some more traveling because in the letter to Timothy, we have, second letter to Timothy, we have some more places mentioned. Однако Павел продолжает после этого путешествовать, потому что в своем втором послании Тимофею он тоже упоминает некоторые города. But we end up with 2 Timothy chapter 4 and verse 13, if we could look at that. И мы давайте посмотрим с вами второе послание Тимофею, 4 глава, 13 стих. So if you could read that, please. 4:13, right? Yes, please. Итак, когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Трааде у Карпа, и книги, особенно кожаные. So by this time, Paul is back in prison. К этому времени Павел вновь оказывается арестованным. And he's in prison in Italy, which probably means in Rome. Он находится в тюрьме в Италии. Скорее всего, под этим подразумевается Рим. And he has left behind his coat and various books, which are obviously important to him. И получается, что Павел оставил свой плащ, филонь, и некоторые книги, которые, видимо, имеют большое для него значение. As an experienced traveler, you wouldn't just accidentally forget things, especially not valuable things. Поскольку Павел человеком был опытным с точки зрения путешествий, наверняка он просто так вот не забывал бы такие важные вещи. So he's probably arrested in Troas and taken back to Rome. По-видимому, все-таки его арестовывают и отправляют в Рим. What's the place? Troas. Troy used to be. Вот здесь, собственно, в городе Троя. Скорее всего, его арестовывают. So the last thing that happens is at the end of Hebrews. И последнее, что происходит, об этом Павел пишет в конце книги Евреям. So if we go to Hebrews
chapter 13, verse 23. 13 стих, 13 глава книги к Евреям, 23 стих. If you could read that, please. «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас». So it looks as though Timothy has brought Paul's things to him in Rome, and then when he's got to Paul's prison, he's been arrested as well. Похоже, Тимофей собрал вот эти оставленные Павлом вещи, привез ему их в Рим, но когда он пришел к нему в тюрьму, его там же арестовали и тоже поместили в темницу. But they couldn't make a case against Timothy, so he's been released. Но поскольку они не могли осудить Тимофея ни за что, вскоре его освобождают. That means that this was written before the persecution started. Опять-таки, это обозначает то, что данное послание было написано до начала гонений на христиан. So Paul has been in prison in Rome. He's been in prison for the winter. We know that from 2 Timothy. And now Timothy has been released. So it's still before the fire of 64. Получается, вот это все происходит до пожара в Риме в 64 году. Павел зимой попадает в тюрьму и проводит все время там. Тимофей приходит в этот период времени тоже навестить Павла, его арестовывают, но потом освобождают. So let's look at the timing again. Давайте еще раз посмотрим на временную шкалу. So Paul is released in the spring of 62 AD. Павла освобождают из римской тюрьмы весной 62 года. And the persecution of Christians begins towards the end of 64 AD. А гонения на христиан начинаются где-то ближе к концу 64 года. So we know that Paul spends time in the winter in Nicopolis. Мы знаем, что Павел проводит целую зиму в городе Никополе. And that means that Titus, which asks Titus to go to Nicopolis, must have been written a little bit earlier than that. И поскольку он приглашает Тита навестить его в городе Никополе, по-видимому, послание Титу было написано какое-то время до того. When 1 Timothy is written, Paul hasn't yet decided where he's spending the winter, so it's a little bit earlier. Когда пишется первое послание Тимофею, там Павел говорит, что еще не принял решение, где он проведет эту зиму. Значит, можно расположить первое письмо Тимофею до послания Титу. We then have Paul in prison in Rome sometime after that. Где-то после этого Павел попадает в тюрьму в Риме. So for the next winter, Paul is in prison in Rome and he sends for Timothy. And so the letter to Timothy is written towards the start of that winter. И зимой как раз он попадает в заточение, пишет послание Тимофею второе, и оно где-то приходится на начало его срока в тюрьме. During the next winter, Christians were being put to death in Rome. Через год, на следующую зиму, многих христиан приговаривают к смерти. Происходит это в Риме. It's unlikely that Paul would have lived long after the persecution started if he was in prison in Rome and a known Christian. И если бы Павел все это время еще находился в тюрьме, вряд ли бы он пережил ту зиму, потому что все знали, что он христианин, он находился непосредственно в Риме. We have no record of the death of Paul in the Bible, but it can't have been long after the persecution started. Библия не упоминает, когда жизнь Павла закончилась, но мы можем предположить логично, что это произошло не в тюрьме римской.
Hebrews, it's not clear whether it's written by Paul or not. Далее послание евреям. Недоподлинно известно, написано оно было Павлом или все-таки кем-то другим. But Timothy is released, so it must have been before the persecution began. Но поскольку Тимофея отпускают из тюрьмы, по-видимому, это послание было написано, опять-таки, до начала гонений на христиан. So it's probably early in the year 64. Предположим, что это было начало 64 года. And we then get the letters of Peter. Затем в этот период пишется первое письмо Петра. And Peter is saying the fire has happened, but the persecution hasn't started yet. Там Петр говорит о том, что в Риме был пожар, но про начало гонений на христиан он не упоминает ничего. So he must be writing his letters after the fire, but before the persecution. So that's towards the end of 64 AD. И второе послание тоже в это время пишется Петром. Это где-то было вторая половина 64 года, сразу после пожара в Риме, но до начала гонения на христиан. And again, Peter is in Rome when the persecution begins, so he probably wouldn't live much longer. И Петр остается в Риме как раз на момент начала гонения христиан, и, скорее всего, именно в этот начало этого периода он и казнен. We have a reference to the death of Peter in the Gospel of John. Есть отсылка к смерти Петра в Евангелии, написанном Иоанном. So John's Gospel must have been written after the death of Peter. И можно теперь предположить, что Евангелие от Иоанна было написано уже после смерти Петра. But it's written before Jerusalem was destroyed in 70 AD. Но при этом это Евангелие было закончено до того, как был разрушен Иерусалим, а это произошло в 70-м году нашей эры. Let's just look at a quick verse that says that. John chapter 5 and verse 2. Давайте посмотрим. Это книга Иоанна, 5 глава, 2 стих. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов». Now that says that there is in Jerusalem the pool, it's still standing. То есть мы видим слово «есть», да, это значит то, что Иерусалим еще по-прежнему стоит, то есть это по-прежнему не разрушенный город. But in 70 AD, Jerusalem was completely destroyed, including that pool, and everyone knew about it because they put it on the coins. А в 70-м году Иерусалим разрушен полностью, включая вот эту купальню, и это известно доподлинно, поскольку ознаменовано на монетах данное событие. So John's Gospel must have been written sometime between the death of Peter and, as there's no reference to the war, before the war between the Jews and the Romans began. Соответственно, мы можем теперь разместить написание Евангелия от Иоанна вот как раз в период между смертью Петра и началом войны между евреями и римлянами, поскольку ничего об этой войне Иоанн еще не пишет. And the letters of John fit nicely into that same period. А письма, написанные Иоанном, тоже оказываются написаны где-то в этот промежуток времени. So we've got a fairly comprehensive view of when the different books in the New Testament were written. Получается, вот мы очень хорошо можем разместить по времени, когда именно какие книги Нового Завета были написаны. The New Testament's complete by 70 AD, and most of it is quite a long time before 70 AD.
Большинство книг Нового Завета написаны до 70-го года нашей эры, и события, которые описываются, они все до этого года как раз и происходят. So within 40 years of the resurrection, we have a gospel that's spread throughout the whole world. Получается, что за 40 лет с момента воскрешения Христа Евангелие распространяется по всему миру. And the New Testament went with it, and by 70 AD, it was finished. И вместе с Благой Вестью распространяются и написанные источники, письма, послания. То есть Новый Завет как таковой сформирован, закончен к 70-му году. The only exception to that might be the Revelation. Some people think that was written in the 90s AD. Единственное исключение из этого, эта книга Откровений, полагается многими, что она была написана где-то в 90-х годах. Some other people put it in the 60s AD, so it's not quite clear. А некоторые считают, что книга Откровения была написана в 60-е годы. Ну, вот поэтому здесь есть разночтения. And the last thing we can learn from Acts and the letters is how much emphasis is put on proclaiming the gospel. И последнее, что мы узнаем из Нового Завета, из посланий, из книг Нового Завета, это о том, как важно распространять Божье Слово, как важно благовествовать. So throughout the period of the New Testament, the apostles proclaim the gospel, and all the Christians go out and they teach people about the resurrection of Jesus. На протяжении всей истории Нового Завета мы читаем о том, как апостолы распространяли Божье Слово, и знаем, что ранние христиане тоже максимально старались рассказать о Евангелии вокруг. And that's a very good example for us to follow. И это пример, которому нам бы тоже следовало следовать. Спасибо.